Смотрите, ChatGPT на сегодняшний день это один из самых умных искусственных интеллектов, либо нейросетей, которые доступны нам. Например, моя основная задача, либо моя основная цель использования ChatGPT, либо любого другого искусственного интеллекта, это ускорение себя. То есть я могу выполнять какие-то привычные мне вещи, либо рутинные вещи намного быстрее и не тратить на это огромное количество ресурсов, там, времени, денег, неважно. Грубо говоря, я могу сам либо посадить какого-то неквалифицированного сотрудника, и он будет выполнять на достаточно высоком уровне какие-то определенные задачи. Самое простое, самое привычное, наверное, для нас это генерация какого-то контента. Наиболее сложные задачи, например, недавно я услышал, как страховые компании делают с помощью искусственного интеллекта, с помощью того же там ChatGPT, анализ ущерба при возникновении аварии. То есть машины, грубо говоря, попали в аварию, им скидывают фотографии, как бы страховщики, то есть те, кто у них застрахованы. И, соответственно, страховщики с помощью искусственного интеллекта проводят первичный анализ ценности, то есть анализ ущерба, который был получит в результате этой аварии. То есть, если раньше люди по фотографиям сами самостоятельно проводили этот первичный анализ, то теперь все это можно делать с помощью искусственного интеллекта. Это в одной из ниш так используется. Вообще, когда мы используем искусственный интеллект, я, например, подхожу, либо чат GPT, я подхожу с такой стороны, что я выполняю какую-то роль, какую-то задачу, какое-то дело, и в первую очередь я сижу и думаю, так, сможет ли с этим справиться искусственный интеллект? Если сможет, то я переношу, соответственно, весь процесс в искусственный интеллект и с его помощью пытаюсь это сделать намного быстрее. Так, во-первых, я формирую привычку постоянно использовать там, тот же чат GPT, тот же самый искусственный интеллект, а во-вторых, я проверяю те возможности, которые, соответственно, у него есть. Например, мы теперь делаем все презентации преимущественно там, через искусственный интеллект. Я теперь делаю там, анализ целевой аудитории с помощью искусственного интеллекта. Я генерирую рекламные креативы, рекламные объявления с помощью искусственного интеллекта. То есть я огромное количество задач, я провожу анализ данных с помощью искусственного интеллекта, чат GPT. То есть я огромное количество задач на сегодняшний день уже как бы делегировал искусственному интеллекту, в данном случае чат GPT, и в этом видео я бы хотел бы и вам показать, как можно использовать искусственный интеллект на максимум. Давайте непосредственно уже перейдем к практике. Во-первых, когда мы используем чат GPT, мы должны зайти на сайт чат GPT. Я вам не рекомендую использовать каких-то ботов, либо каких-то телеграм-ботов с подключенным чат GPT. В основном они все выполняют одни и те же задачи. То есть у меня тоже там к телеграму, к моему инстаграму подключено чат GPT 4o, последняя версия, и их задача не... Да, это бесплатный искусственный интеллект, с которым вы можете взаимодействовать, но в основном их задача это, они являются у меня по сути менеджером по продажам, которые продают мои товары либо мои услуги. То есть без рекламы, когда вы хотите использовать чат GPT, то используйте его стандартную версию. Можно ли использовать чат GPT на своем телефоне? Да, если это официальное приложение чат GPT. Напомню, в России его нет. Поэтому, чтобы скачать официальное приложение чат GPT, при этом вы когда введете чат GPT там в том же Apple Store, то у вас будет огромное количество приложений чат GPT. На самом деле 99% из них это фейки. Основное приложение чат GPT, оно недоступно в российском App Store, поэтому приходится переключать и искать его там. Но при этом оно функционирует и работает. Я в основном же использую чат GPT именно в веб-версии, то есть это браузерная версия. И как раз по веб-версии я вам и буду показывать, как использовать чат GPT. Во-первых, мы регистрируемся, да, либо можем уже даже без регистрации использовать чат GPT любую из версий. Нам необходимо в первую очередь выбрать версию, которая нам доступна. Вам, скорее всего, будет доступна версия 3.5 либо 4o. 4o с ограниченным функционалом. Функционал ограничен, потому что необходимо как бы оплачивать подписку. В данном профиле у меня как раз подписка оплачена. Значит, я вам все же рекомендую именно зарегистрироваться, потому что если вы не зарегистрируетесь, а просто будете использовать чат GPT без регистрации, то все ваши данные, все ваши предыдущие чаты, вот, например, у меня здесь их огромное количество, они будут, соответственно, пропадать. То есть вы не сможете к ним вернуться со временем. Когда же вы зарегистрируетесь, у вас открывается огромное количество новых
новых возможностей. Во-первых, это, конечно же, выбрать версию. Во-вторых, у вас появляются так называемые настройки, которые вы можете использовать. Например, я часто делаю работаю с ChatGPT, именно предварительно обучая. Но обучаю я не через стандартные промпты, да, как мы все привыкли делать, там, вбиваем ты там видеоредактор, и ты должен выполнять роль видеоредактора. То есть мы ему заносим какой-то запрос, какой-то промпт, и, соответственно, для того, чтобы он включился и понимал, о чем здесь будет идти речь в данном чате. Я же использую в основном пользовательские настройки, то есть я захожу в настрой ChatGPT, и здесь есть такое название, как пользовательские инструкции. И в пользовательских инструкциях я уже ввожу предварительно созданные мною, либо купленные мною пользовательские инструкции. То есть я предварительно обучаю ChatGPT и говорю, кто он, какие задачи он будет решать для того, чтобы он включился. Понимаете, когда мы работаем с нейросетью, она может давать нам, то есть у нее огромное количество знаний. Для того, чтобы мы использовали в данный момент именно те знания, которые нам необходимо сказать, какую роль в данный период времени она будет играть. В данном случае она играет роль специалиста по видеомаркетингу. В основном я использую именно эти пользовательские инструкции для генерации контента, для инсты, для ютуба, для тиктока, для телеграма. И эти пользовательские инструкции позволяют мне предварительно не обучать ChatGPT. То есть он уже понимает, о чем идет речь. Плюс я также ему говорю, как бы я хотел получать, в каком виде я бы хотел от него получать ответы. Например, я могу сюда прописать, чтобы он всегда писал все свои ответы в виде таблицы. Он все свои ответы будет выдавать в виде таблицы. Например, я хочу, чтобы он мне писал там сценарии, как у, не знаю, какого-нибудь там крутого режиссера. Соответственно, я ему здесь ввожу, что я бы хотел от него получать ответ в стиле там такого-то режиссера. Соответственно, он эти задачи будет выполнять. Как создавать такие пользовательские инструкции? Во-первых, мы должны сначала рассказать, кто мы и кем бы мы хотели, чтобы ChatGPT являлся, то есть для какой задачи, для какой цели он выполняет этот ответ. И второе, как бы мы хотели получать ответы от ChatGPT. Но вы также можете не создавать эти пользовательские инструкции самостоятельно, воспользоваться нашей базой, то есть моей базой. База находится в моем телеграм-канале, ссылка и вся информация находится именно там. То есть здесь больше 250 различных образов для ChatGPT, которые вы просто копируете, вставляете, и ChatGPT уже предварительно обучен. Это как бы экономит вам большое количество времени. Например, музыкальный учитель, например, фитнес-тренер, диетолог, СММщик, специалист по маркетингу, учитель начальных классов, программист, маркетолог. То есть неважно кто, у нас больше 250 различных образов, которые вы просто можете скопировать, вставить и предварительно уже обучить искусственный интеллект. Ссылка на телеграм-канал находится в закрепленных сообщениях, либо в описании. То есть переходите в телеграм-канал и получаете информацию, как получить доступ, соответственно, ко всем этим 250 образам для ChatGPT, плюс доступ к базе более чем 10 тысяч различным промптам на русском языке, на английском языке, и, конечно же, доступ к огромному количеству видеоуроков, посвященных именно ChatGPT, которые не все есть на моем этом YouTube-канале. Окей, мы вбили пользовательские инструкции, теперь наш ChatGPT уже предварительно обучен к тому, чтобы работать с нами. Следующее, что я рекомендую при работе с ChatGPT, это так называемые memory, то есть память. Когда мы ChatGPT предварительно обучаем, даем ему более подробную информацию о себе, он лучше нас понимает. То есть если раньше мы, когда создавали контент, мы его скармливали, то есть мы ему давали огромное количество контента, и приходилось из чата в чат переходить для того, чтобы он не забывал о том, что мы, соответственно, что мы от него хотим. Сейчас же появилась такая возможность, как персонализация. То есть ChatGPT уже непосредственно под нас создает контент. И в разных чатах, общаясь с ним по различным тематикам, он лучше нас узнает и что-то добавляет в свою память. Мы также можем дополнительно ввести в память то, что мы хотим узнать, и то, что мы хотим добавить, и также просто прописать дополнительно, введив свою персонализированную память, такие-то данные о нас. И этим ChatGPT будет запоминать нас, и неважно в каком
в каком окне мы с ним будем работать, соответственно, он всегда будет знать, что нам необходимо. Это очень удобно, когда вы работаете с ChatGPT, и он запоминает всю эту информацию о нас. По основным настройкам это, наверное, все. Дальше, значит, принцип работы с ChatGPT. Я всегда рекомендую вам начинать с большой темы и постепенно углубляться в работу ChatGPT. Что значит начинать с большой темы? Давай мы ему зададим вопрос, давай проведем анализ целевой аудитории для YouTube канала по внедрению искусственного интеллекта в бизнес. И здесь он нам расписывает такие, можно сказать, такой шаблонный вариант ответа дает, что необходимо для проведения целевого анализа который фокусируется на внедрении искусственного интеллекта в бизнес, следует рассмотреть несколько ключевых аспектов. Демографические характеристики, психографические характеристики, профессиональные цели, мотивация, поведение, и так далее. То есть он нам дает достаточно шаблонный, наверное, ответ, который мы можем найти в интернете. Но чтобы он нам реально провел анализ целевой аудитории, необходимо по каждому из элементов углубиться. То есть что мы делаем? Мы сначала от него получаем достаточно широкий ответ, а потом уже углубляемся в каждый элемент. Например, мы получили давайте рассмотрим психографические характеристики и выбираем интересы. Аудитория будет интересоваться новыми технологиями, инновациями, бизнес-аналитикой, автоматизацией, улучшением бизнес-процессов. Мы берем этот элемент и говорим: давай детально рассмотрим психографические характеристики, а именно интересы. Аудитория будет интересоваться новыми технологиями, инновациями, бизнес-аналитикой, автоматизацией, улучшением бизнес-процессов. То есть мы сначала получили более широкий ответ, то есть это как пишется книга, наверное, да? То есть мы написали оглавление, мы описали структуру книги, и дальше мы уже детально погружаемся в каждую главу книги. То есть мы выбираем в данном случае под интересы, мы смотрим на поведение, которое проводит, соответственно, целевая аудитория. Мы разбиваем все это на различные интересы. Например, интерес новой технологии, на интерес инноваций, на интерес бизнес-аналитика, автоматизация, улучшение бизнес-процессов. То есть мы каждый элемент уже детально рассматриваем. Также можно каждую подкатегорию интересов и поведения детально разобрать каждого читателя. И на основе этих данных мы уже получим развернутый профессиональный ответ, который бы мы не получим с одного вопроса. То есть, когда мы работаем с искусственным интеллектом, либо с ChatGPT, необходимо всегда углубляться в процесс. То есть, необходимо сначала получить шаблонный ответ, а уже в этом шаблонном ответе уже углубляться в суть. Так ответы от ChatGPT будут намного привлекательнее и более информативными. Следующее, что мне нравится делать с помощью ChatGPT, это проводить какой-то анализ. В данном случае я в него загрузил файл с огромным количеством данных. Для того, чтобы на основе этих данных мы провели анализ, соответственно, этого файла. То есть он нам построил графики, он нам построил таблицы по каждому из файлов, а в файле там больше 10 тысяч различных ячеек, которые вручную просто провести анализ будет сложно. Он нам по каждой этой ячейке, по каждому нашему запросу, соответственно, создает необходимые нам диаграммы, необходимые нам графики, которые мы можем использовать в создании тех же презентаций, и все это по одному файлу. То есть, грубо говоря, мы можем проводить мощнейший анализ данных, просто выгрузив в ChatGPT какой-то файл. Здесь файл содержит 1659 записей и 4 столбца. В данном случае я проводил анализ доходов различных спортсменов за определенный период времени. И, соответственно, он мне показывал с помощью графиков, то есть я его просил создавать мне гистограмму из 5 самых высокооплачиваемых спортсменов на основе их доходов. Я спрашивал, как мне правильно читать, соответственно, эту гистограмму. Также я его просил провести более детальный анализ по каждому из графиков. То есть я проводил такую достаточно серьезную, большую аналитическую работу. Просто мне самому было интересно эту работу провести. То есть здесь не было никакой цели, я просто тестировал, пробовал для того, чтобы проводить анализ данных с помощью ChatGPT. С помощью ChatGPT мы можем проводить анализ данных, и этот анализ мы можем проводить буквально за несколько секунд. То есть мы ему просто задаем вопросы,
выгружаем файл с данными и задаем по этому файлу вопросы, и он нам рисует вот такие вот диаграммы, схемы, которые легко читаются и легко можно использовать в своей работе. Следующая функция, которая мне нравится в ChatGPT, это анализ изображений. То есть я недавно услышал кейс, как ребята из страховой делают первичный анализ ущерба при аварии, то есть при столкновении, они делают первичный анализ именно с помощью искусственного интеллекта. То есть им клиент присылает фотографии, они эти фотографии загружают в чат GPT, и чат GPT уже проводит им анализ и говорит, что не так сделать, то есть что здесь произошло, и скорее всего, и какой ремонт требует, соответственно, будет требовать этот автомобиль. Если они раньше это делали вручную, то есть они сами отправляли специалистам, которые у них сидели и, соответственно, проводили этот анализ. Теперь это все делает намного быстрее с помощью искусственного интеллекта, а уже то есть и меньше человеческих ресурсов потребуется на то, чтобы провести такой первичный анализ. Поэтому функция распознавания изображения, она может быть внедрена куда угодно, и это одна из тех функций, которые мне также нравится использовать в ChatGPT. Также я кайфую от того, что мы можем внедрить искусственный интеллект, в данном случае ChatGPT, куда угодно. Например, в свой телеграм-канал и создать с его помощью себе дополнительных ботов. Мы можем создать ботов-кураторов, мы можем создать ботов для своих детей, которые будут им наставлять, обучать и помогать, соответственно, в учебе. У меня также есть, например, AI-продавцы, то есть продавцы, к которым подключен искусственный интеллект. Есть AI-SMM, помощники, которые могут создать быстро контент-план, могут создать сценарий для Reels. Они предварительно обучены, и процесс создания с помощью ChatGPT там не такой сложный, как может показаться. Также в моем Instagram-профиле сейчас подключен в директе бот. Бот, который отвечает, то есть AI-бот, бот на основе искусственного интеллекта, ChatGPT 4o, который вместо меня отвечает на сообщения. Я просто перехожу, он обучен по специальной инструкции, а я просто перехожу, соответственно, и пользую, и смотрю, что он там отвечал, либо у меня всегда есть доступ к этой переписке. Плюс также у меня есть AI-помощник, AI-бот, который подключен к ChatGPT 4a. Он также работает в Инстаграме, он отвечает на все комментарии, которые мне приходят под моими постами, либо под моими Reels в инсте. То есть он отвечает этим людям на основе тех данных, на основе той инструкции, которая в него заложена. То есть функция подключения ChatGPT куда угодно, она работает прекрасно. Я вам показываю вот на примере Telegram. Я его спрашиваю: привет, ты на связи? Он говорит: да, я на связи. Причем процесс общения, он происходит очень быстро. Я его спрашиваю: что ты умеешь делать? Он говорит, что я могу помогать вопросам по SMM, созданию индивидуального контент-плана для Instagram, а также предложить продукты Reels воронки продаж от Игоря Зуевича. Если вам что-то нужно конкретное, просто дайте мне знать. И я ему могу попросить его оформить там шапку профиля для инсты, написать Reels, написать контент-план, написать сценарий для Reels. Это один из ботов, который просто работает в Telegram, и он как бы общедоступен. Плюс у меня есть несколько ботов, которых я создал для своих детей. То есть у меня дети школьники, они учатся в школе, и когда им необходимо подключиться к искусственному интеллекту, они просто задают вопросы в Telegram-боту, и бот на эти вопросы отвечает. Присылаю там скриншот изображение какой-то задачи. Этот бот буквально за несколько секунд может решить эту задачу, либо найти ошибки в их сочинении, либо еще где-то. То есть очень удобно, что мы можем с помощью API-ключей подключить искусственный интеллект в Telegram, и он нам доступен будет даже без различных VPN-сервисов. Еще мы можем с ChatGPT эффективно обучаться. Например, я не умею анализировать какие-то данные. Я, соответственно, ввожу ChatGPT, простой промпт: создай мне базу данных с 50 строк об эффективности социальных сетей для бизнеса, чтобы я мог потренироваться в анализе данных. Ответ дай мне в формате таблиц. И он мне сам на основе каких-то данных создал таблицу об эффективности социальных сетей для бизнеса. И я уже с этими данными могу работать. То есть я его попросил: подробно опиши, что
обозначает каждый столбец, он мне рассказал, что обозначает каждый столбец, а дальше я ему могу спросить, что я могу делать с этими данными, какие типы диаграмм я могу создавать, основываясь на этих данных. То есть я могу эффективно обучаться, используя искусственный интеллект. Причем не важно в какой теме, в какой нише. Я, например, захотел повторить весь курс физики, школьный курс физики, либо университетский курс высшей математики. Я также задаю вопрос ChatGPT, с чего мне начать, и, соответственно, он мне расписывает программу, и по этой программе я каждый день могу заниматься с ним тем предметом, который мне необходим. Также в ChatGPT уже есть готовые так называемые GPT-агенты. GPT-агенты, которые мы можем также использовать для своей работы, для своей жизни. То есть, если вы не знаете, как применять искусственный интеллект, в данном случае ChatGPT, то вы можете всегда обратиться к агентам и увидеть, какие агенты вообще существуют. То есть агенты по созданию контента, агенты по продуктивности, например, агенты по генерации диаграмм, либо созданию по работе с сервисом Canva, агенты по аналитике, агенты по обучению. И здесь можете выбрать того агента, который уже есть в ChatGPT, для того, чтобы с ним просто взаимодействовать и, соответственно, провести работу. Агенты по лайфстайлу, коуч, фитнес-тренеры, астрология, путешественники. То есть, когда вы отправляетесь, например, в какое-то путешествие, вам необходимо создать маршрут. И ни один гид не составит вам такой маршрут, который может составить, соответственно, ChatGPT, потому что у него выгружена уже огромная база знаний, которые вы можете использовать. И обучение по программированию, то есть обучение либо помощь в программировании. Все это может, соответственно, всеми этими функциями вы можете пользоваться с помощью ChatGPT. Если же говорить о практическом применении ChatGPT, то я всегда себе задаю один вопрос. А справится ли с этой задачей ChatGPT? Если мой ответ «да», то я без проблем перехожу и начинаю использовать ChatGPT для решения той или иной задачи. Да, может быть, сначала как-то сложно это все происходит, но потом со временем, когда мы несколько раз выполняли одни и те же задачи, то мы понимаем, что ChatGPT нас сильно ускорил. Если же ответ нет, то я все равно перехожу в ChatGPT и спрашиваю его, как я могу выполнить с твоей помощью вот такую-то, такую-то задачу. И он мне подсказывает, как с его помощью я могу выполнять ту задачу, которая мне буквально недавно казалась невыполнимой. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Это такой обзор возможностей работы с ChatGPT. Если вам необходимы какие-то тематические, более глубинные знания по работе с ChatGPT, то обязательно посмотрите мои тематические видео, как мы делаем анализ, как мы создаем, редактируем текст, как мы работаем с текстом, как мы создаем mindmap карты, как мы генерируем презентации с помощью ChatGPT. Все это есть на моем канале. С вами был Игорь Зуевич. Подписывайтесь на канал, переходите в телеграм-канал. Пока.